Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я готовлю массу для лепки своих изделий. Мы, конечно же, будем использовать весы, хотя взвешивать все очень скрупулезно не нужно. Для приготовления массы нам понадобится 30 граммов туалетной бумаги. Любой, какая есть в доме. У меня сегодня вот такая розовенькая. 29 грамм, ну еще один листочек, 31. Ну пусть будет 31, это не страшно. Дальше 340 граммов муки. Обнуляем весы, не забываем. И насыпаем нужное количество. На 2 грамма больше. Пускай останется. Следующая составляющая нашей массы – это шпатлевка. Это должна быть именно гипсовая шпатлевка на основе гипса. Это очень важно. На моей, например, написано, что время работы 1-2 часа. То есть, если ее разводить с водой по инструкции на упаковке, то через час-полтора она начнет схватываться. Шпатлевки мы добавляем столько же, сколько муки в равных количествах, то есть 340 граммов. Теперь клей. Клей я сразу наливаю в контейнер, в котором буду замешивать массу. Контейнер большой по размеру и закрывает показания весов. Чтобы было удобнее смотреть, я придумала вот такую конструкцию. Не забываем обнулить тару и наливаем нужное количество клея, 500 граммов. Клей я беру самый обычный ПВА. В обычном канцелярском магазине он достаточно густой, как видите, и вполне подходит для работы. В российских источниках очень хвалят клей ПВА столярной фирмы «Момент». Я думаю, что вы сами это можете попробовать. У меня же нет такой возможности, к сожалению. Получилось 506 граммов клея. Этого достаточно. Весы нам больше не нужны. Убираем их и начинаем приготовление массы. На первом этапе в клей размешиваем 30 грамм нашей туалетной бумаги. Каждый листочек добавляем отдельно и смачиваем его со всех сторон клеем. Я работаю вот такой силиконовой лопаточкой. Это очень удобно. Только лопаточка должна быть цельная, без съемной верхней части. Не обязательно заморачиваться с полным растворением бумаги в клее. Просто смешиваем два ингредиента. Разделять каждый кусочек на слои я тоже не советую. Слишком много времени на это уходит. А практического смысла в этом я не вижу. Ну вот можно разделить бумагу немного уже непосредственно в контейнере с клеем. У меня, например, трехслойная бумага, и тем не менее она прекрасно растворилась в этом количестве клея. Постепенно наша масса становится гуще, собирается в комок. Последние листочки. Готово. Масса густая и клейкая. А вот теперь, прилагая минимум усилий, взбиваем получившуюся массу ручным блендером до полного растворения в ней бумаги. В принципе, это тоже не обязательный этап. Бумага и так хорошо растворилась. Но мне очень нравится этот процесс, и поэтому я это делаю всегда. Масса становится пышная, однородная, и к тому же она такого нежно-розового оттенка у меня, ну прямо очень похожа на зефир. Хочется попробовать. Убираем блендер, надеваем перчатки и продолжаем кудесничать. Сейчас можно добавить столовую ложку лимонной кислоты для лучшего сохранения массы. Размешиваем и добавляем сухие ингредиенты, муку и шпаклевку. Насыпаем равномерно в равных количествах. Можно, например, отмерять столовыми ложками, особенно в конце. Возможно, того количества муки и шпатлевки, что я предложила, будет слишком много для вашей массы или наоборот мало. Ориентируйтесь на консистенцию.
Я делала массу по этому рецепту множество раз, и поэтому уверена абсолютно в количестве. И смело насыпаю всю муку и шпатлевку в клей. Практически сразу. На первом этапе можно перемешивать лопаточкой. Масса еще мягкая и очень липкая, поэтому лопаточка здесь именно то, что необходимо. Когда же масса станет слишком плотной, ее удобнее вымешивать руками. Вот здесь нам и понадобятся перчатки. Масса липнет к рукам и к стенкам контейнера. Не волнуйтесь, это нормально. Ну вот, все сухие ингредиенты мы вмешали. Получилось вот такое тесто. Оно достаточно липкое, пачкает перчатки, но и достаточно густое, держит форму. Если нагнуть, то потихонечку падает. Следующий этап – это мыло. 3 столовых ложки. Добавляем его постепенно по одной ложечке, вмешивая в массу. Масса при этом становится намного мягче и еще больше липнет к рукам. И последний, заключительный ингредиент – это масло. Обычное растительное масло, рафинированное, то есть без запаха. Вы можете заменить подсолнечное масло любым другим жидким маслом, например, детским. Я даже вазелин как-то пробовала, но, честно скажу, мне не понравилось. Масло добавляем тоже 3 столовых ложки. Масса становится эластичной, податливой и мягкой. Постепенно она все меньше липнет к рукам и к стенкам посуды, и даже дно и стенки контейнера потихонечку очищаются. Перчатки тоже стали чище, посмотрите. Я их снимаю и дальше буду замешивать массу руками. Тесто скатывается в шарик. Оно немного липнет к рукам, как вы видите, но тем не менее прекрасно сохраняет форму. Не расплывается. Расплющивается в тонкий пласт. И посмотрите, какое оно эластичное. Лепить из него, конечно, еще рано. Масса должна быть готовой. Нужно дать время ингредиентам набрать силу и проявить свои свойства. Но этап приготовления глины уже завершен. У нас получилось больше килограмма массы.
Мы разделим ее на несколько частей, на 3-4 части обычно я делю. И каждую часть упаковываем в отдельный полиэтиленовый мешочек. Заворачиваем по возможности герметично, чтобы не было доступа воздуха. И отправляем в холодильник как минимум на сутки. Вот он, наш кусочек через сутки. Посмотрите, он хорошо держит форму. Его можно раскатать тоненько-тоненько. И к рукам он не липнет. Отлично, пришло время творить. Например, что-то такое. Успехов вам в творчестве и буйной фантазии. А мне будет приятно, если вы воспользуетесь моим рецептом и напишите, насколько удобной для работы масса получилась у вас.